Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как избавиться от обиды. Бонусом будет техника в конце этого видео. Очень часто, когда задаешь вопрос обиженному человеку, почему он не хочет простить и отпустить ситуацию, можно услышать в ответ: а как же наказание? Он меня обидел и будет ходить беленьким и пушистеньким? Нет, так не пойдет, и я все буду помнить. И появляется вполне себе правильный вопрос: а стоит ли оно того, чтобы помнить все обиды? Психология утверждает, что избавляться от обид стоит обязательно. И чем раньше, тем лучше. Так как это сделать? Первое. Осознание. Когда вы прокручиваете болезненную ситуацию в своей голове по несколько раз, то единственное, кому вы и делаете плохо, так это только самому себе. Вы снова и снова переживаете эти негативные эмоции. И что самое обидное, обидчику от этого не становится ни лучше, ни тем более хуже. В этом случае страдает только ваш организм. Появляются психосоматические заболевания, такие как аллергия, самые разнообразные болезни горла, заболевания желудочно-кишечного тракта, ожирение, заболевания сердца. И это еще далеко не весь перечень. Даже если человек поступил по отношению к вам как последняя скотина, это не повод давать своей обиде эмоциональную подпитку. Прошлое на то и прошлое, простите за тавтологию, чтобы оставаться позади. А жить нужно сегодняшним днем и строить планы на завтрашний. Впредь вам остается только не подпускать к себе таких людей, которые вредят вашему здоровью. Второе. Мотивация. Мы ее поделим на два вида – положительную и отрицательную. Итак, что собой представляет положительная мотивация? Это когда вы задумываетесь хоть на минуту, что с вами произойдет, если вы научитесь отпускать обиды и больше не будете копить их в себе. Вы больше никогда не будете зависимы от чужих негативных поступков. Вы не будете ощущать боль и уж тем более разрушать себя. Сможете легко выстраивать новые отношения, не думая, что один негативный опыт повлияет на все ваше будущее. Вы сможете проще смотреть на жизнь и легче станете относиться к недостаткам других людей. Только представьте, что ваше восприятие будет иным. А что самое приятное, вы начнете притягивать как магнит людей таких же позитивных, открытых и миролюбивых. Как тут не стать счастливым человеком? А негативная мотивация – это представить, что будет, если, предположим, от этой обиды вы не избавитесь никогда. Придется постоянно испытывать негативные эмоции снова и снова, окунать себя в ту неприятную ситуацию, как в грязь, не получая удовольствия от жизни. Обида на месте сидеть не будет, она из размера горошины превратится в гигантский шар размером с планетой Юпитер. К ней будут добавляться все новые и новые обиды. Потом появятся болячки, которых вы ранее и знать не знали. Далее, как в страшном фильме, можно закрыться в 4 стенах и стать отшельником этого мира. А что самое страшное в действительности, что обида может перерасти в такое чувство, как месть. И человек со временем перестает жить для себя. Он живет ради одной цели – отомстить. А потом может столкнуться с тем, что обидчик даже не в курсе, кто и за что на него обижен. Он себе спокойно жил и радовался всему, что у него есть. А тут «За что?». Думаю, дальше объяснять не нужно, каким последствиям такое поведение ведет. Но негативная мотивация тоже является способом избавления от обид. Как говорила Раневская, если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этой твари не разовьется сахарный диабет. Третье. Это просто опыт. Что бы с вами ни случалось, хорошее аль плохое, в любом случае это опыт. Положительный или отрицательный. Если относиться к людям, которые излучают негатив, как просто к очередному жизненному опыту, то и обидеться на них будет достаточно сложно. Даже наоборот, на таких людей грех обижаться, ведь благодаря таким людям вы становитесь сильнее. Как однажды сказал Фридрих Ницше, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. И четвертое. Юмор. Во все времена с любыми невзгодами помогал людям справиться именно юмор. Благодаря умению шутить над собой и другими, мы понимаем, что человек априори не может быть идеален, а значит и обиду держать нечего. Каждый из нас может ошибаться. Главное – это уметь понять.
Человек мог обидеть на эмоциях не специально, но и мог обидеть специально. Но если он сознательно несет в мир негатив, значит это бедный человек, бедный в душе. В основном это люди, которых не любят и не ценят. Так они вымещают свою злость на других. Можно понять такого человека, но не давать ему далее вести себя точно так же, как сейчас. И бонусом есть одна техника, которая помогает избавиться от обиды. Конечно, при условии, что вы этого хотите. Итак, что вам нужно для этого сделать? На эту технику вам может понадобиться от 10 до 20 минут. Желательно это делать, когда вы находитесь одни. В это время вас не должен отвлекать телефон со своими звонками и мессенджерами, дети, которые орут на улице между домами. Ну вы поняли. Должна быть тишина, чтобы вы могли сконцентрироваться на самой технике. Итак, вам нужно присесть или лечь, в общем, занять удобное положение тела. Расслабиться максимально и даже можно закрыть глаза. А теперь вспомните самую яркую обиду, которая беспокоит вас долгое время. Подумайте, где она живет. В области груди, живота, в руке, в ноге и так далее. Нашли? А теперь какого она размера? Большая или маленькая? А цвет у нее есть? Какой? Теперь интереснее. Ваша обида какая? Жидкая, газообразная или твердая? А температура у нее какая? Теплая, холодная или горячая? Теперь попробуйте ее потрогать. Она приятная на ощупь или липкая? А может она мягкая? Или она постоянно меняет свою форму? После того, как вы уже отлично представили свою обиду в деталях, вам нужно решить для себя, нравится ли вам то, что она в вас живет. Если ответ нет, то скорее вытаскивайте ее из своего тела. Делать это нужно, двигая руками, будто вы на самом деле что-то вытаскиваете изнутри. Теперь подержите ее немного в руках и решите, нужна она вам в дальнейшем или нет. Если вы все-таки решите от нее избавиться, то уничтожьте ее безжалостно. Смойте в канализацию, выбросьте в мусор или в окно, сожгите на улице и так далее. Желательно не просто мысленно представить это действие, а действительно его проделать. Если кидаете в окно, замахнитесь так руками, как на волейболе, когда собираетесь сделать подачу, и ударьте по воздуху рукой. Если смываете, то не забудьте промыть руки после этого реальной водой. А теперь, после всего проделанного, внимательно прислушайтесь к себе. Что вы чувствуете на месте той обиды? Если вы ощущаете приятное чувство, то у вас все получилось идеально. Ну а если там оказалась пустота, то подумайте, чем вы можете ее заполнить. Например, приятными воспоминаниями, когда ходили на шашлыки с семьей или прогулкой по парку с любимым человеком. Бывает, что эту технику нужно проделать несколько раз для успешного ее результата, и это нормально. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.